Представьте дорогу шириной в 3 метра. Слева стена дождевого леса. Справа обрыв в 600 метров, без единого ограждения. Внизу, среди тумана, ржавеют остовы автобусов, которые никто не стал поднимать наверх. Это Юнгас, Боливия. Местные называют ее просто «дорога смерти». В худшие годы здесь гибло до 200-300 человек ежегодно. Один автобус в секунду тумана, и десятки жизней исчезали в пропасти. В этом выпуске мы проедем по трассам, которые на карте выглядят как обычные линии. Но в реальности каждая из них проходит там, где дорога, кажется, не должна была появиться вообще. Тропу, которую 13 крестьян продолбили в скале голыми руками. Перевал, где температура падает до минус 44, а один шаг в сторону означает лавину. Шоссе, на строительстве которого погибли тысячи рабочих, и которое до сих пор считается одним из самых смертоносных в мире. Мы называем эти дороги опасными, но правильнее было бы назвать их зеркалом, в котором отражается то, на что способен человек, когда дороги обратно уже нет. 7 маршрутов, 7 историй о цене, которую платят за то, чтобы соединить два места на карте. Поехали! Провинция Хэнань, центральный Китай. Горы Тайхан поднимаются отвесной стеной на 1,5 километра. На вершине этой стены деревня Галян. До 1972 года единственным путем наружу была тропа, вырубленная в скале, узкая, извилистая, местами исчезающая совсем. Чтобы спуститься в долину и вернуться, жители тратили целый день. Рождение ребенка, тяжелая болезнь, свадьба в соседнем селе – все требовало этого пути над пропастью. Известна история, которую в деревне пересказывают до сих пор. Старика, нуждавшегося в срочной помощи врача, несли вниз по тропе на руках несколько часов, и он умер по дороге, не дойдя до долины. Такие истории копились десятилетиями, и в какой-то момент терпение жителей закончилось, когда деревенский староста по имени Шэнь Минсин собрал 13 человек. Ни у одного из них не было инженерного образования. Ни у одного права по документам. У них были только лопаты, кувалды и порох, который они закупили, продав коз и урожай. Они решили пробить тоннель прямо сквозь гору. 5 лет. На самых трудных участках работа продвигалась на 1 метр за 3 дня. Люди висели на веревках над обрывом, вручную закладывая заряды в скалу. Несколько человек погибли, сорвались, были засыпаны обвалом. Остальные продолжали. 1 мая 1977 года тоннель длиной 1300 метров открылся для проезда. Работали без страховки, без смен, без выходных, потому что каждый метр тоннеля означал на метр меньше расстояния между деревней и остальным миром. Инструменты изнашивались быстрее, чем успевали чинить. Порох иногда взрывался раньше времени, но останавливаться никто не собирался. Слишком многие в деревне помнили, как женщина рожала прямо на той узкой тропе, потому что до врача внизу было слишком далеко, а слишком многие похороны откладывались на дни, пока тело несли вниз по скале. Сегодня туристы едут по Галяну ради острых ощущений. Узкий проезд, вырубленные в стене окна, через которые видно бездну внизу, и встречная машина, с которой приходится расходиться сантиметр в сантиметр. Автобусы с туристами теперь проезжают там, где раньше человек мог сорваться и разбиться насмерть, пытаясь донести мешок зерна. Но для людей, которые его построили, это никогда не было аттракционом. Это было единственным способом перестать быть похороненными заживо на вершине горы. И в этом первая закономерность, которую мы увидим еще не раз в данном ролике. Самые страшные дороги планеты почти никогда не строили от скуки или ради рекорда. Их строили, потому что альтернатива была страшнее. Новая Зеландия, 1862 год. Двое старателей находят золото в реке Шотавер, Южный остров. Слух разлетается за считанные недели, и в узкий каньон устремляются тысячи людей. На пике золотой лихорадки, на месте, где раньше не было ничего, кроме скал и воды, вырастает поселок на 1000 жителей. Проблема в том, что добраться до этого золота почти невозможно. Единственный путь – узкая вьючная тропа над каньоном, по которой лошадь с грузом идет, балансируя над обрывом высотой в сотни метров. Старателям нужна была настоящая дорога, чтобы завозить тяжелое оборудование, драги, паровые машины. Шотавер в те годы называли самой богатой золотой рекой на планете.
По легенде, старатели буквально вычерпывали песок с блестками прямо ладонями. Но богатство ничего не стоило, если его невозможно было вывести. Без дороги золото оставалось запертым в ущелье так же надежно, как если бы его вообще не находили. Маршрут обследовали в 1883 году, а строить дорогу наняли китайских рабочих мигрантов. Ни экскаваторов, ни отбойных молотков, только черный порох и ручные буры. Около 7 лет дорогу возводили поэтапно, участок за участком, буквально выбивая полотно из монолитной скалы, сантиметр за сантиметром, взрыв за взрывом. Люди работали, подвешенные на веревках над стремительной рекой Шото вверх, зная, что одно неверное движение и течение внизу не оставит шансов. Многие из этих участков сохранились почти в неизменном виде с 1890-х годов. Сегодняшние водители едут по той же полке в скале, что и старатели 1,5 века назад. К моменту завершения строительства золотая лихорадка уже почти угасла. Ирония в том, что дорога, ради которой пожертвовали десятилетиями труда, простояла куда дольше самого золота. Сегодня по ней все еще ездят фермеры и туристы, а прокатные компании в стране прямо запрещают давать здесь машины в аренду. Это одна из 2 дорог в Новой Зеландии, где страховка автоматически аннулируется. 17 километров без ограждений, вырезанных вручную в отвесной стене. Золото давно закончилось. Дорога осталась. И вместе с ней осталась привычка. Местные до сих пор говорят, что если хочешь понять, готов ли турист к настоящей Новой Зеландии, посади его за руль на Скиперс каньон и посмотри на его лицо на первом же слепом повороте. Красота здесь работает как ловушка. Пейзаж настолько захватывает внимание, что забыть о 600 метрах пустоты под колесами оказывается пугающе легко. Индийские Гималаи. Перевал Зоджила, высота около 3500 метров. Это единственная сухопутная связь между Кашмирской долиной и Ладаком. Но связь настолько хрупкая, что полгода в году ее попросту не существует. Снег засыпает перевал так плотно, что дорогу закрывают целиком. А весной технику приходится прогрызать сквозь ледяные стены толщиной в несколько метров с обеих сторон машины. Зимой здесь минус 44 градуса. Дорога, по сути, обвалившаяся грунтовая колея в один ряд, прижатая к склонам одних из самых высоких гор планеты. Солнце нагревает снежные пласты наверху, и они срываются вниз без предупреждения. Здесь не спрашивают, готовы ли вы. Неподготовленных перевал не прощает. Дорожная служба региона держит на перевале бригады круглый год. Их работа – расчищать путь после каждого снегопада, зная, что новый снегопад может начаться раньше, чем закончится предыдущая расчистка. Иногда технику приходится откапывать целиком, вместе с людьми внутри. Но Зоджила – это не только про природу. В 1948 году, во время Первой Индо-Пакистанской войны, перевал захватили силы, наступавшие со стороны Гилгита. Индийская армия отбила его в результате операции с говорящим названием «Бизон» и вошла в историю. Именно здесь танки впервые в мире воевали на такой высоте. До появления современной техники перевал закрывал регион от мира так же надежно, как замок закрывает дверь. Караваны, торговцы, паломники и солдаты веками планировали свои маршруты вокруг короткого летнего окна, когда снег отступал достаточно, чтобы рискнуть перейти на другую сторону. Сегодня под перевалом строят тоннель длиной около 14 километров, который, как заявлено, сократит путь через Зоджила с более чем 3,5 часов до 15 минут. Но пока тоннель не готов, единственный способ пересечь этот перевал – довериться дороге, которую в любой момент может смыть лавиной. Примечательно, что именно военная и стратегическая ценность Зоджила объясняет то, чего не понимают случайные туристы. Этот перевал расчищают в первую очередь не ради путешественников, а потому что за ним целый регион, который иначе оказывается отрезанным от снабжения на полгода. Дорога здесь не роскошь. Это единственная артерия, которая держит целую территорию живой. Аляска, 1974 год. Чтобы обслуживать строительство трансаляскинского нефтепровода, за несколько месяцев прокладывают дорогу через арктическую тундру от Фэрбенкса до Детхарса, к берегу Северного Ледовитого океана. Ее называют просто Холл Роуд – дорога для перевозки грузов. Позже она получит официальное имя «Шоссе Далтона» – 666 километров. Точек обслуживания на всем протяжении по пальцам одной руки. Переправа через реку Юкон, крошечный поселок Колдфуд до конечная точка – Детхорс.
Между Колдфутом и Детхарсом лежит около 380 километров, почти четверть всей дороги, где нет ни заправки, ни связи, ни медицинской помощи. Уклоны здесь достигают 16%, повороты слепые, а гравийное покрытие превращает каждую встречную фуру в источник камней, летящих в лобовое стекло на скорости грузовика. Дорогу построили за рекордные 5 месяцев. Армия рабочих и техники двигалась через тундру почти без остановки, потому что нефтепровод требовалось запустить как можно скорее. Спешка означала минимум инженерных компромиссов. Там, где в другой стране дорогу выравнивали бы годами, здесь просто прокладывали гравий поверх вечной мерзлоты и оставляли природе решать остальное. Зимой температура опускается до минус 30, а в 1971 здесь фиксировали минус 80 по Фаренгейту, почти минус 62 по Цельсию. Ветра здесь способны перевернуть груженный прицеп. Лавины сходят там, где их не ждут. И именно на этой дороге за десятилетия сложилась целая профессия – дальнобойщики ледовых дорог. Контракт гарантировал 18-часовые смены и оплату, которая могла доходить до 7 и даже 10 тысяч долларов в месяц. За 9-10 месяцев работы человек мог заработать 80 тысяч долларов и рисковать жизнью на каждом рейсе. Про них потом снимут телесериал, который посмотрят миллионы. Но за красивой картинкой стоит простой факт. Люди соглашались на эту дорогу, потому что деньги того стоили, а домой возвращались не все. Здесь нет спасательных служб за углом. Если машина слетает с полотна на пустом участке дороги в минус 30, ближайшая помощь может оказаться в сотнях километров, а мороз убивает быстрее, чем успевает подойти буксир. Именно поэтому у каждого, кто выезжает на Далтон, есть негласное правило – никогда не проезжай мимо застрявшего впереди. Сегодня это он, завтра можешь оказаться ты. На стыке Пакистана и Китая идет трасса, которую называют «восьмым чудом света» – Каракарумское шоссе. Его начали строить в 1962, а закончили только в 1979. Официально дорогу открыли для проезда лишь в 1986. 24 года строительства ради 1300 километров пути через одни из самых высоких гор мира. Дорога проходит по одному из самых сейсмически активных и геологически нестабильных участков планеты. Там, где индийская плита продолжает медленно вдавливаться в евразийскую, поднимая горы на несколько миллиметров каждый год. Строить здесь все равно, что строить на теле, которое до сих пор растет. На стройке работали до 24 тысяч человек одновременно. Обвалы, оползни, срывы в пропасть. Считается, что погибло около 810 пакистанских и порядка 200 китайских рабочих. Но самым коварным врагом строителей оказались не скалы, а лед. Ледники в этом районе двигаются, и предсказать их поведение было почти невозможно. Дорогу приходилось не просто прокладывать, с ней приходилось буквально договариваться с горой, которая постоянно меняет форму. История повторилась и в наши дни. В 2010 году колоссальный оползень перекрыл русло реки Хунза, полностью отрезав участок шоссе и создав новое озеро Атабад. 24 километра дороги пришлось строить заново, с мостами и тоннелями. Проект стоимостью 275 миллионов долларов, завершенный только в 2015. Каждое лето муссонные дожди снова и снова проверяют шоссе на прочность, перекрывая его оползнями на часы, а иногда на дни. Каракарумское шоссе не покорили один раз, его покоряют заново каждый год. Есть в этом что-то почти символичное. Две страны построили дорогу, чтобы связать себя друг с другом на карте. А гора каждый год напоминает, что окончательных побед над рельефом не бывает. Восьмое чудо света держится не потому, что человек победил природу, а потому, что он согласился каждый год воевать с ней заново. Есть дороги, где опасность – это исключение, а есть дороги, где опасность встроена в саму статистику. Сычуань-Тибетское шоссе – вторая категория. Строительство началось в апреле 1950-го. На него мобилизовали около 110 тысяч человек с примитивным оборудованием, но, как гласят хроники того времени, с высоким боевым духом. К моменту открытия дороги в декабре 1954-го, по разным оценкам, жизнь отдали от 3 до более чем 4 тысяч строителей. Точное число расходится от источника к источнику, но счет идет на тысячи. Дорога длиной свыше 2000 километров соединяет Ченду и Лхасу, пересекая 13 заснеженных горных хребтов высотой свыше 4000 метров, десятки бурных рек
8 крупных геологических разломов, зоны вечной мерзлоты и первобытные леса. Серпантины здесь настолько узкие, что разъехаться со встречной машиной на некоторых участках можно только с первой попытки. Второй шанс есть не всегда. Перепад высот на маршруте настолько велик, что за один день пути водитель может проехать от субтропической растительности у подножия до ледяных перевалов, где воздух настолько разрежен, что даже стоять на месте уже нагрузка для непривычного организма. Строительство закончилось 70 с лишним лет назад, но дорога продолжает собирать свою жатву. Точной официальной статистики смертности по этому шоссе не существует. Однако оползни, обвалы и падения в реки здесь фиксируют регулярно, а не как редкое исключение. И водители, которые ездят по этой трассе профессионально, в один голос говорят, что это одна из самых опасных дорог, которые им приходилось видеть. Это шоссе строили, чтобы связать два региона одной страны. Соединить получилось. Но цена этой связи оказалась одной из самых высоких в истории дорожного строительства. Водители, которые регулярно ходят по этой трассе, ориентируются не по картам, а по памяти о том, где именно в прошлом году сошел оползень, где не выдержал мост, где машина ушла в реку вместе с грузом. На Сычуань-Тибетском шоссе прошлое – это не история. Это практическая инструкция для тех, кто хочет пережить сегодняшний рейс. Мы начали этот фильм с дороги, ширина которой местами не превышает 3 метров. Пришло время вернуться туда и рассказать эту историю полностью. Северная Юнгас, Боливия. Дорогу проложили в 1930-х годах, чтобы связать Ла-Пас с джунглями на севере страны. Значительную часть работы выполняли парагвайские военнопленные времен Чакской войны, и многие из них погибли прямо на этой стройке, еще до того, как по дороге проехала первая машина. Дальше цифры говорят сами за себя. Отвесные обрывы высотой до 600 метров, полное отсутствие ограждений, проезжая часть шириной в 3 метра, меньше ширины стандартного школьного автобуса. Дожди и туман, которые убирают видимость почти до нуля, и глинистая почва, которая превращает дорогу в каток при малейшей влаге. До середины 90-х оценки числа жертв на этой дороге сильно расходятся, от нескольких десятков до 200-300 человек в год в худшие годы. Даже по самым осторожным подсчетам это означало, что почти каждую неделю на серпантине Юнгас кто-то не доезжал до конца пути. В 1995 году Межамериканский банк развития официально назвал ее самой опасной дорогой в мире. Не образно, а официально в документах. А в июле 1983-го здесь произошла одна из крупнейших автомобильных катастроф в истории Боливии. Автобус, набитый пассажирами, на скользком повороте не вписался в траекторию и сорвался в каньон, унеся жизни более 100 человек одновременно. Спасатели не смогли поднять обломки с дна ущелья. Слишком опасным был спуск. Часть тех обломков лежит там до сих пор, ставшая частью пейзажа, который теперь фотографируют туристы. А дальше у этой истории случился неожиданный поворот. В 2000-х годах в стороне от старой трассы построили новую современную дорогу с асфальтом, 2 полосами, мостами и ограждениями. Основной поток машин ушел на нее, а старую дорогу смерти, вместо того, чтобы забросить, превратили в одну из главных туристических достопримечательностей Южной Америки. Сегодня около 25 тысяч велосипедистов в год спускаются по этой дороге добровольно, ради адреналина, ради панорамы, которая разворачивается от заснеженных вершин Анд до зелени тропического леса на глубине 3500 метров ниже. Спуск занимает несколько часов и проходит через несколько климатических зон сразу. От ледяного холода наверху до влажной духоты джунглей у подножия. Гиды, которые водят группы по этому маршруту, в один голос говорят одно и то же. Страх на этой дороге не помеха, а часть смысла. Люди приезжают сюда со всего мира не вопреки истории массовых жертв, а отчасти из-за нее. Почувствовать край той самой пропасти, о которой они читали. Дорога, которая убивала случайных путников, теперь принимает тех, кто осознанно выбирает риск. И это, пожалуй, самый резкий поворот судьбы среди всех 7 маршрутов этого видео. Если в этих 7 историях и есть общий знаменатель, то он простой. Там, где заканчивается безопасный путь, начинается то, что раскрывает людей полностью. Их страх, их жадность, их упрямство и их невероятную способность продолжать идти вперед, даже когда обратной дороги, кажется, уже не существует. Некоторые из этих дорог со временем стали безопаснее. Другие остаются такими же смертельными, как и 100 лет назад.
но каждая из них – это напоминание. То, что мы называем просто дорогой, для кого-то было единственным путем домой и ценой, которую пришлось заплатить, чтобы этот путь вообще появился. В следующий раз, разглядывая на карте тонкую серую линию, петляющую между горами, стоит на секунду остановиться и задать себе простой вопрос. Сколько человеческих историй уместилось в эту линию? И сколько из них закончились не там, где планировалось? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, смотрите другие наши ролики и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.